Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 29 июня. Поговорим о том, что категорически запрещено делать именно 29 июня по народным приметам. И что ни в коем случае нельзя в этот день приносить в дом, иначе быть несчастью и бедам. Почему это так? Что обязательно нужно сделать и не делать в этот день, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Сегодня, 29 июня, отмечается народный праздник Тихон Тихий. И в православном календаре это день почитания памяти святителя Тихона, епископа Амуфутунского. Другие названия этого праздника 29 июня, как День Тихона, Тихон Толока и Утешитель. Вы знаете, с именем Тихона связаны разные поверья, которые позволяют назвать этот день тихим. Тихим или утешителем от слова «тишина», а не от слова «утешать». Этого святого прозвали потому, что верили, что в его день затихают все певчие птицы, за исключением соловья, что продолжает петь до Петрова дня, и кукушки. Крестьяне считали, что даже звери прячутся в норке на Тихона. Говорили наши предки о том, что на Тихона солнце идет тихо. Удивительно, но это наблюдение подтвердила уже и современная наука. По подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите по сравнению с 1 января на 3600 км в час. И если смотреть на Солнце, то оно в этот день как бы плавно плывет по небосводу. В Тихонов день заканчивалось лето молодое, с комфортными летними деньками, и начиналась изнуряющая жара, то есть приходило лето зрелое. В этот день завершали посев яровых, а также начинали унавоживать поля, удобряя землю. Работники, кто вывозил навоз на поля, всегда были в почете. Работа эта была нужная, но уж очень тяжелая и грязная. Поэтому таким труженикам всегда устраивали настоящий пир, для того, чтобы проявить уважение. И такие праздники в деревнях назывались толоками. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям, чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых. Почиталась 29 июня благотворительность. Более состоятельные люди старались в этот день помогать своим соседям или родственникам, не требуя взамен ни денег, и занимались в этот день благотворительностью. И такие поступки особенно ценились покровителям этого дня. В этот день, 29 июня, ни в коем случае нельзя было работать тестом. Почему? Иначе это грозило финансовыми трудностями и бедностью на целый год. В этот день было категорически запрещено сеять, так как посаженное не принесет никаких плодов. Лучше перенести все огородные работы на другой день. В этот день спорить нельзя было, и старались наши предки обходить стороной все острые темы. Нельзя было в этот день и обижаться. Человек, который нарушал этот запрет, был наказан покровителем праздника. Строго-настрого 29 июня нельзя было собирать цветы и ставить, приносить их в дом, потому что любые цветы, которые были принесены в этот день в дом, считали, что они принесут несчастье. Также в этот день старайтесь не предпринимать ничего важного, будьте осторожнее, потому что есть вероятность аварий, краж и потерь в этот день.
Также в этот день запрещается лениться. Дело в том, что святой Тихон был трудягой с малых лет, поэтому он крайне негативно относился к ленивым людям. Более того, он может и сильно наказать. Поэтому в эту дату рекомендуется заниматься физическим и умственным трудом. В этот день вы можете изучать иностранные языки или, как вариант, писать доклады. Также Тихон считает трудом просмотр телепередач, но только образовательного характера. Не стоит сегодня, как мы уже говорили, принимать важные решения. Также не рекомендовано организовывать свадьбы, помолвки и прочие судьбоносные события. Считается, что такие браки не будут счастливыми и долгими, а помолвки будут расторгнуты. Более того, все дела, которые начинаются в день Тихона, приносят лишь разочарование. И, как мы уже говорили, в этот день нельзя рвать цветы и ставить их в вазы дома, потому что они принесут только несчастье. Женщинам в этот день, 29 июня, запрещено полоть грядки. Если пренебречь этим запретом, то урожая можно и не дождаться. Прополкой должны заниматься только девушки в этот день. Перед стартом работы они должны снять одежду и обойти все грядки. Данный обряд помогал спасти посевы от вредителей и болезней. В этот день также запрещается и грубо относиться к сотрудникам. В этот день вместо криков и оскорблений лучше похвалить и угостить своих сотрудников. В ответ они будут трудиться на славу для достижения успеха предприятия. 29 июня, в день Тихона Тихого, нельзя говорить громко, а тем более кричать, иначе голос вы можете просто потерять. Вы знаете, даже птицы в этот день затихают и громко не поют. Знахари в этот день дают женщинам, у которых крикливый муж, определенные заговорные слова, чтобы муж на жену не кричал. Также в этот день по народным приметам проводили любовные ритуалы и обряды, читали определенные заговоры как на привлечение второй половинки, так и на остуду, ослабление романтических чувств одного человека к другому. И именно сегодня вы можете провести ритуал, чтобы муж вас не бил. Для этого попросите своего мужа вбить в стену гвоздь. И когда муж начнет молотком махать, про себя скажите следующие слова. «Бей железо, а не меня. Как ты этим молотком себе по голове не ударишь, так чтоб меня, называть имя, во веки веков не ударил. Да будет так». Обязательно проведите этот ритуал именно 29 июня.